Рада приветствовать вас на моем канале. Меня зовут Светлана, я практикующий дизайнер интерьера. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео, так вы поможете его продвинуть. Что ж, давайте не будем затягивать и поскорее начнем. Сейчас поговорим с вами о том, как можно сделать в программе Archicad неоновую подсветку быстро и легко. Для начала выполним построение помещения. У меня это будет максимально простое помещение. Я возьму инструмент стена, построю сразу небольшую коробку. Так, сделаю ее 5 метров на 10 метров. Возьму теперь инструмент перекрытия, сделаю пол и сделаю также потолок. Теперь перейдем с вами в 3D окно, посмотрим, что у нас получилось, зайдем внутрь помещения. Все у меня беленькое, чистенькое, аккуратное. И давайте сразу откроем с вами параметры визуализации. У меня они находятся в данном месте. Также можно открыть их документ, визуализация и параметры визуализации, если вдруг у вас нет панели, как у меня, то есть вот этой верхней. Открываются у нас с вами параметры визуализации, и здесь нам в настройках визуализации важно найти источник света и найти светящиеся поверхности. Здесь обязательно ставим значение 100% и никак иначе. Поставили, и значит закрываем пока временно настройку визуализации. Далее я по-быстрому сделаю разрез помещения, чтобы было удобно строить сложную геометрию светодиодной подсветки. Беру инструмент разрез, чик-чик, в сторону взгляда определяю, открываю разрез фасада у меня. Теперь беру инструмент полилиния, вот он у меня внизу, и строю какую-нибудь геометрию. Вот, например, такая геометрия у меня будет, и теперь мне нужно ее залить инструментом Morph. Беру инструмент Morph, беру волшебную палочку, нажимаю и проверяю, чтобы у меня выполнилась заливка. Полилинию я, в принципе, могу удалить. У меня остается только Morph. И теперь для примера я еще хочу построить перекрытие. Перейду на 2D план этажа, возьму инструмент перекрытия и положу его поближе к полу, например, там на 100 миллиметров, и сделаю его совсем маленьким, как имитация светодиодной подсветки. И построю теперь на плане этажа. Готово. Возвращаюсь в 3D окно, и сейчас вижу то, что у меня морфом простроилась такая плоская штука. Чтобы ее сделать более объемной, так, я сейчас выделю ее, щелкну на морф и выбираю, это у меня выдавливание по пути. И могу выдавить свой морф так, чтобы он у меня не был прям совсем плоским. Так и так. Стоп. Все, готово. Посмотрю, что получилось. Так. Слишком большой он у меня. Отменю действие и сделаю еще раз. Совсем чуть-чуть мне надо его выдавить. Вот. Сейчас получилось так, как я хотела. И видим, вот эта тоненькая палочка, это как раз перекрытие. Сейчас встану ровно относительно моей стеночки. Далее мне нужно воспользоваться инструментом, который выглядит следующим образом. Кисточка и капелька краски. Называется он «Краска поверхностей». Если у вас его нет на верхней панели, вы заходите в документ,
визуализация и окраска поверхностей. Обращаю внимание, что должен быть включен интернет на вашем устройстве. Здесь в поиске вводим на английском языке слово неон и нажимаем Enter. Видим, у нас подгрузилось 2 неона. Выберу первый неон, где у меня такой скрипичный ключ, и нажму «Загрузить и вложить». Немножко подожду, пока он подгрузится. Если не получилось подгрузить с первого раза, попробуйте еще несколько раз. Иногда он бывает немножко глючит. Все, неон загрузился. И теперь при помощи кисточки я могу нанести его на объекты, которые у меня находятся внутри помещения. Так, еще раз беру кисточку. На другую грань морфа наношу и нанесу также на перекрытие. Все готово. Обращаю внимание то, что я построила полностью темное замкнутое помещение без окон, без дверей, то есть по сути свет в него никак не может попасть. И на визуализации мы будем с вами видеть свечение только от неоновой подсветки. Давайте сделаем с вами визуализацию. Для этого я нажму на кнопочку «Начать визуализацию» или горячая клавиша F6. Немножко подождем и посмотрим, что же у нас получилось. Визуализация у нас с вами выполнилась. Получился красивый красноватый неон. Если вдруг вам не нравится данный цвет и вы хотите его заменить, то заходим в параметры покрытий, либо здесь, либо параметры, реквизиты элементов, покрытия. Выбираем, вот он неон, самый первый у меня здесь. И видим, сейчас у него стоит такое бледное красное свечение, немножко отдает в розовый. Если вы хотите его заменить, например, хочу сделать его светло-желтеньким, таким теплым свечением, то для этого я сначала выбираю свечение, цвет нажимаю, вот у меня тут уже есть такой бледно-желтый цвет, я нажимаю ОК, далее прозрачности также заменяю на данный цвет, могу еще играться с оттенками, где-то задавать чуть потемнее, посветлее. И в ореоле я также задаю дополнительный цвет, желтенький. Так, все, я поменяла настройки, нажимаю ОК, перейду снова в 3D окно и выполню еще раз визуализацию, чтобы убедиться, что цвет неона изменился. Такой результат получился. Понятное дело, что в проекте мы навряд ли будем рисовать такие загогулины, и нам захочется применить красивые вывески с неоновой подсветкой. Что делать в таком случае? Могу поделиться своим опытом. Я захожу на сайт 3D Warehouse, вбиваю в поиске неон, нахожу ту подсветку, которая мне нравится, то есть ту картинку из неоновой подсветки, подгружаю к себе в программу. И вот что получается. Давайте сейчас тогда это уже удалю, чтобы нас не отвлекало. И в объектах вот покажу. Такая светодиодная подсветочка. Так, беру ее, ставлю на план и перехожу в 3D окно. И вот таким образом выглядят подсветки с сайта 3D Warehouse. Там есть много разных прикольных неоновых вывесок. Используйте их в своих проектах. На этом видео подходит к концу. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк к этому видео. Мне будет очень приятно. И до новых встреч!